возможно, самый узнаваемый и популярный автомобиль в истории кино стоимостью $35 тысяч. Впрочем, эта культовая трилогия началась вовсе не с DeLorean DMC-12, а с холодильника. Хотя, давайте отправимся с вами в еще более далекое прошлое. Во времена, когда не было ни автомобиля, ни холодильника, а лишь идея и рвение двух невероятно талантливых энтузиастов сделать по-настоящему великое кино. Хорошего путешествия тебе, Чак. Удачи. Господи, док, ты убил Чака! Приветствую тебя, док из прошлого. На тебя возложена славная миссия — починить машину времени и отправить меня назад в будущее. Святые собаки! Я бы с радостью починил эту машину, мальчик, но мне нужна специальная литература, а библиотека закрыта до понедельника. Телевизор тоже отказывается работать, до диспетчерской невозможно дозвониться. Меня в такие моменты расслабляет музыка. А у патефона сломалась игла, это просто катастрофа. Ну так Мегафон. Какой Мегафон? Подписка Мегафон Плюс. А где подписаться? Господи. Ты платишь 399 рублей и сразу сможешь нормально слушать музыку через Сберзвук. Быстро прочитаешь нужные тебе книги через книжное приложение MyBook, а посмотреть нужные кино и сериалы сможешь через сервисы Иви и Старт. 4 сервиса по цене одного по единой подписке. Все это помещается в этой маленькой коробочке за 399 рублей в месяц? Просто невероятно. Первый месяц подписка совершенно бесплатна и доступна она абонентам любых операторов, и денежка снимается централизованно. Святые угодники, это ж так удобно. Знал бы мой дядюшка, что ждет нас в будущем. Кстати, о будущем. Док, возвращай меня назад. Мне нужно срочно разыграть нашим подписчикам эту модельку DeLorean с нашими автографами. И это супер срочно! Разыграть? А что для этого нужно? Оформить подписку Мегафон Плюс и написать в комментариях самый креативный вариант, о чем нам сделать следующее киномыло из каталога фильмов Иви. Самый вкусный станет победителем, которого мы объявим 24 октября. Ну я даже не знаю, с чего начать, чтобы мне починить эту сумасшедшую машину. Ну посмотри для начала «Назад в будущее». Вся трилогия есть в подписке. А что такое «Назад в будущее»? Кажется, я сейчас об этом расскажу. Приветствую! Я думаю, «Назад в будущее» в представлении не нуждается. Вы и так прекрасно знаете эти фильмы и, думаю, любите их так же, как и я. Именно поэтому сегодняшний выпуск особенный. Мы сведем к минимуму личное мнение насчет этих фильмов. Более того, каждой из этих частей я скажу yes, yes и yes. Ожидаемо, да? Сегодня мы с вами попытаемся выяснить, сколь длинный путь прошли эти фильмы. Замена ведущих актеров, стрессы, трагедии и успех. А началось все с первой половины 70-х. Именно тогда продюсер и сценарист Боб Гейл вместе со своим другом-режиссером Робертом Земекисом только-только закончили школу кинематографических искусств Университета Южной Калифорнии. По классике учеба не доставляла парочке удовольствия. Преподаватели заставляли их изучать французскую новую волну и авангард. Ведь чем глубже и сложнее фильм, тем больше он считается искусством. Но, в отличие от их пафосных одногруппников, наши герои были другими. Их больше интересовал Джеймс Бонд и новые вестерны с Клинтом Иствудом.
И уже на тот момент ребята для себя поняли. Они хотят делать не просто искусство для кинокритиков и кучки хипстеров. Они хотели делать массовый продукт. В качестве своей финальной дипломной работы дуэт создал фильм под названием «Поля чести», где было все, что они так любили. Погони, перестрелки, каскадеры, эпик. И несмотря на то, что фильм вышел невероятно сложным для студенческого проекта, за него они получили далеко не лучшую оценку в классе. Учителя посчитали их проект недостаточно серьезным. Но наплевав на предрассудки, наша пара выпустилась из киношколы и смогла залететь в большой мир кино, где они пытались найти любую работу, что только попадется. Они работали на ТВ, пытались продавать сценарий, и в один прекрасный день Гейл и Земекис закончили работу под названием «1941». Фильм представлял собой комедийную сатиру о том, как японская подводная лодка должна была подплыть к берегам Калифорнии и испепелить Голливуд. Довольно наполеоновский сюжет для дебютной работы. Через друга знакомого, который знал сестру третьего ассистента, второго друга по маминой линии, сценарий оказался на столе у Стивена. Да, у того самого Стивена, который на тот момент уже состоялся как один из самых востребованных начинающих режиссеров в Голливуде, благодаря суперкассовой картине «Челюсти». Стивен Спилберг, друзья. В отличие от занудных преподавателей, Спилбергу невероятно понравилась дипломная работа «Боба и Боба», и он решил рискнуть и взяться за режиссуру их сценария. В итоге «1941» стал одним из самых провальных фильмов в карьере Стивена Спилберга. Провалы их последующих лент «Я хочу держать тебя за руку» и «Подержанные автомобили» очень сбивал творческий кураж. Бобам никак не приходила в голову идея, которая могла бы им обоим понравиться. В период неудач Боб Дейл решил вернуться домой к своим родителям в Миссури летом 1980 года, дабы немного разрядиться. Гейл копался в старых вещах, где нашел альбом из старшей школы своего отца. Он был президентом своего выпускного класса. Просматривая альбом, Боб подумал, что с президентом его выпускного класса он бы никогда не имел ничего общего. И тут ему в голову пришла гениальная мысль. А вдруг мой отец был одним из тех парней, которых я терпеть не мог? Что бы произошло, если бы я пошел в старшую школу со своим отцом? Подружились бы мы? После отдыха Гейл рванул назад в Лос-Анджелес, рассказал идею Земекису, а тот, в свою очередь, выдал: А что если твоя мать, которая всегда говорила, что ни с кем не целовалась в подростковом возрасте, на самом деле была школьной шлюхой? А мне кажется, это оно. Разумеется, это была шутка. Но шутка вышла из-под контроля, и в итоге это стало корнем сюжета «Назад в будущее». Ведь парни много лет мечтали создать фильм о путешествии во времени. Гейл и Земекис обратились со своей идеей к Columbia Pictures и благодаря интересной концепции быстро подписали контракт на разработку. Первый вариант сценария упал на стол Columbia 21 февраля 1981 года. В нем Марти был видеопиратом, проводившим секретную операцию на черном рынке со своим другом профессором Брауном, у которого был домашний шимпанзе по имени Шемп, а машина времени представляла из себя холодильник. Ну а почему бы и нет? Разумеется, под гнетом правок к апрелю 1981 года Гейл и Земекис закончили работу над своим вторым драфтом, откуда уже было убрано видеопиратство, а холодильник был заменен на более стильное устройство в качестве машины времени — модернизированный DeLorean. Но нет, все было не так гладко. Студии все равно не верили в проект, и сценарий вернули Гейлу с Земекисом на условиях обратной сделки. Они сказали, что хотят чего-нибудь более похабного, а «Назад в будущее» был слишком милым. Мы запитчили наш сценарий в Голливуде, по этому проекту за 3 года мы получили более 40 отказов. Дело в том, что популярные комедии 80-х годов граничили с более интимным и запретным юмором для привлечения бунтарских подростков. Но Боб и Боб не хотели этого. В итоге ни одна студия не хотела браться за картину. Раз уж так, то следующим логичным шагом было бы пойти в студию, которая как раз-таки приветствует приторность — Дисней. Но Бобов оттуда попросили на мороз еще быстрее, чем где-либо. Ведь, прочитав сценарий, они швырнули его куда подальше, воскликнув: «У вас мать целуется с сыном, мы там чё, рехнулись?» Наконец, дуэт решил вернуться и обратиться снова к Спилбергу. Вы спросите, почему они сразу этого не сделали, ведь у них была такая связь. Дело в том, что после нескольких провальных проектов со Стивеном, Земекис и Гейл решили немного отойти от Спилберга, дабы не портить его репутацию. Сценарий Стивену понравился,
А в качестве компромисса они все дружно договорились, что режиссером выступит Земекис, а Спилберг будет продюсером. Моей главной задачей было напоминать Бобу Земекису, что у них все получится, и проект их более чем замечательный. Когда вам отказывают почти 50 студий, возврат мотивации становится чуть ли не самой приоритетной задачей на начальном этапе работы. После многих лет отказов и ковыряний в сценарий, Земекис решил сделать перерыв и заняться сторонним проектом, чтобы немного творчески отвлечься. Новым фильмом Земекиса стал «Роман с камнем». И, о чудо, случился успех! Фильм заработал большие деньги, и так поперло влияние в индустрии. Земекиса не волновал вопрос, что делать дальше. Так уж вышло, что у него в ящике лежал идеальный, отполированный сценарий о путешествии во времени. Забавно, что после успеха «Романа с камнем» многие студии, которые ранее отказывались от «Назад в будущее», начали писать Земекису с предложением экранизировать сценарий. Но Боб уже не хотел снимать фильм с теми, кто ему когда-то отказал. И он лично выбрал Amblin Entertainment, студию Стивена Спилберга. Осталось только одно последнее препятствие, которое возникло в лице исполнительного продюсера Universal Pictures Сидни Шейнберга. Сначала он изменил имя матери Марти Смэк на Лоррейн, но затем он предложил сменить название фильма на «Пришелец с Плутона». Как он это аргументировал? Оказывается, что ни в одном успешном фильме никогда не упоминалось слово «будущее» в названии. К счастью, тут пришел на помощь дядя Спилберг, который отправил Шейнбергу ответное письмо, содержащее потрясающую строку «Спасибо за предложение названия, Сидни! Давно мы так не смеялись!». Это поставило Шейнберга в неловкое положение, и тот принял решение оставить первоначальный тайтл Земекиса. Был выделен бюджет около $12 миллионов, который позже вырос до 19, и с этого начались съемки самого культового фильма о путешествии во времени. «Назад в будущее». Земекис с самого начала точно знал, какого актера он хочет на роль Марти Макфлая. Но, к сожалению, Майкл Джей Фокс на тот момент был сильно занят в сериале «Семейные узы». Майкл Фокс замечательный актер. У него потрясающее чувство комедийного тайминга. Он выглядел идеально для этой роли. Именно из-за отказа Майкла Джея Фокса и началась одна из самых известных кастинг-легенд Голливуда. Вместо Фокса выбрали актера Эрика Штольца, чей график был более доступным, да и фильм «Маска» произвел на Боба впечатление. Был собран общий актерский состав мечты, однако случилась большая катастрофа. После 6,5 недель съемок, когда огромное количество материала уже было отснято, Бобы поняли, что Штольц играл совершенно другого персонажа. Штольц был хорошим актером, но дело в том, что у него не получалось создать комедийный образ. Он банально принял комедию за трагедию. Проблемы начались даже во время читки сценария. Когда дело доходило до финала, Эрик сразу же менялся в лице. О, Господи. Что такое? Это очень грустно. Чего грустно? Все близкие Марти знают лишь ту жизнь, которой он никогда не жил. И теперь он должен жить дальше, притворяясь тем, кем он не является. Ага. Слушай, мы тут должны, по идее, веселиться. Тебя несет куда-то не туда. Как-то легче, веселее должно быть, задорнее. Штольц не мог понять ни сути фильма, ни персонажа Марти Макфлая. Дубли с ним собирали по кусочкам, и после очередного съемочного дня команда собралась в монтажный. Группа долго смотрела в монитор и увидела кадр, где Марти в исполнении Эрика Штольца впервые попал в 1955 год. Мне кажется, у нас проблема. Мы снимаем неправильное кино. Договорившись обо всем с продюсером, Бобы начали операцию под названием «Замена». Об этом знали лишь несколько человек, и Штольц ничего не подозревал. Во время съемок сцены, где Марти должен был завести Делориан, Штольц изо всех сил пытался ее завести, но она никак не реагировала. В отчаянии он с размаху ударяется головой в центр руля, машина заводится и готова мчать. Эрик воспрянул духом. Он уже собрался дать газу, как тут... Спасибо, Марти. Дальше мы сами. Последним съемочным днем Штольца была сцена на парковке у торгового центра. Съемки сцены прошли спокойно, без эксцессов. Но в гримерной Штольц наткнулся на отчет о съемочном дне. В колонке напротив его фамилии была выведена буква «Ф». Финишет. Съемки завершил или же попросту уволен. У нас для вас объявление. 2 новости. Хорошая и плохая. Начнем с плохой. Мы вынуждены переснять большую часть фильма заново, потому что у нас новый исполнитель главной роли. Вместо Эрика — Майкл Джей Фокс. Но это уж точно неплохая новость.
Ну, тогда это была хорошая новость. А другая хорошая новость заключается в том, что мы продолжаем снимать наш фильм. Получается, на сегодня плохих новостей нет. Ну, получается так. Команда фильма восприняла уход Штольца по большей части с энтузиазмом, ведь почти все на площадке понимали, что он не подходит на эту роль. Штольц был довольно заносчивым театралом, чем многих раздражал. Например, на съемочной площадке он отзывался только на имя Марти, а на свое не реагировал. По его словам, это помогало ему лучше вжиться в роль, но по сути только бесило всех вокруг. Когда команде объявили о его уходе, Кристофер Ллойд даже удивился. В смысле, Эрик? Я думал, его звали Марти. Земекис и Гейл прибежали к Спилбергу, и тот позвонил своему приятелю Гарри Дэвиду Голдбергу, создателю сериала «Семейные узы». С ним они еще до начала съемок обсуждали участие Майкла Джей Фокса. Но тогда пришли к решению, что актер не сможет совмещать сериал и фильм. Спилберг все же настоял на своем, и они смогли договориться. Первый день работы Фокса после увольнения Эрика Штольца был моим любимым днем на съемочной площадке. В ту первую ночь я увидел, как Майкл взволнован своим присутствием, и я знал, что передо мной стоит настоящий Марти Макфлай. Пересъемки стартовали в начале 1985 года. И да, почти весь ранее снятый материал ушел в помойку. Фоксу пришлось несладко. Днем он снимался в «Семейных узах», а затем с 18:30 до 4:30 утра работал на площадке Земекиса. Спал он лишь во время поездок между студиями. Его трейлер переделали и поставили максимально комфортную кровать. Ходят слухи, что именно такой жесткий график и повлиял на усложнение его болезни Паркинсона. Но это все еще впереди. На момент съемок «Назад в будущее» был проектом мечты. Ему нравился фильм, актерский состав и замечательная команда. Энтузиазм Фокса приветствовал сам Кристофер Ллойд, который, к слову, изначально отказался от роли перед прочтением сценария. Майкл Джей Фокс и Кристофер Ллойд блестяще поладили. Кристофер — артист с классическим театральным образованием, который знал каждую строчку сценария в первый же день съемок. И для создания образа Дока основывался на манерах поведения Альберта Эйнштейна и дирижера Леопольда Стаковского. Майкл же из-за плотного графика заучивал свои реплики примерно за 10-15 минут до мотора. Но в итоге химия сработала идеально. Эти ребята стали хорошими друзьями и по-прежнему остаются таковыми. Единственной, кто разочаровалась в уходе Штольца, была Мелора Хардин, которая играла роль подружки Марти, и неспроста. Дело в том, что Майкл Джей Фокс был ниже ее ростом, и после опроса всей команды, может ли быть девушка выше парня, ее пришлось заменить на Клаудиу Уэллс. И да, главная роль в карьере Мелоры оборвалась из-за лишних 7 сантиметров в росте. Опять ты открываешься. Ну да, думаю, время пришло. Делориан, завозите! В первых 2 набросках сценария «Машину времени» сыграл обитый свинцом холодильник. Но в итоге эту идею отложили на полку. Полку Стивена Спилберга с его 4-м Индианой Джонсом. Возник резонный вопрос. Разве не имеет смысла встроить машину времени в машину? Появилась идея запихнуть элементы устройства в пикап, но затем пришли к этой малышке. Без фильма «Делориан», снятый с производства к 1983 году, был не более чем интересной сноской в автомобильной истории. Тачка стоила на тот момент $25 тысяч и была недоступна для среднего покупателя. Создатели и вовсе выкупили 3 экземпляра машины у местного коллекционера, так как на момент 1985 года компания «Делориан» уже обанкротилась. Вялое ускорение машины от 0 до 60 миль в час за 9 секунд уменьшило ее привлекательность даже среди автомобильных эстетов. Однако, благодаря «Назад в будущее» эти детали больше не имели значения. У художника Рона Коба была четкая задача — разработать концепт машины времени на колесах, но при этом так, будто Док мог построить ее у себя в гараже. Большинство дополнительных деталей просто покупалось в местном строительном магазине. Турбину играл обычный автомобильный колпак от Доджа, а реактор Мистер Фьюжн из сиквела всего лишь обычная кофемолка Крабс. На съемках использовали 3 тачки. Машина А — полноценная со всеми удобствами. Б — машина-каскадер для сложных трюков. И С — машина в разрезе. На самих съемках автомобиль не подводил, ведь несколько человек ее постоянно курировали, потому что Делорианы славились тем, что регулярно ломались. После перемещения во времени автомобиль по сюжету должен был леденеть. Для этого на съемках его действительно обкладывали мешками со льдом. Но от этого начинали замерзать механизмы дверей, и они уже не открывались на максимальную высоту. Из-за чего Майкл Джей Фокс, будучи небольшого роста, постоянно ударялся головой о дверь. А при первом путешествии во времени Роберт Земекис не стал пугать собачку Эйнштейна, и именно поэтому для кадров с машиной в движении роль Эйнштейна исполнил каскадер Дик Батлер в полном собачьем прикиде.
К слову, существовала еще миниатюрная версия тачки, которую использовали для создания практических эффектов, в частности в сиквеле. У модели были работающие поворотники, открывались двери и горели фары. Также были две куклы, сделанные по образу Марти и Дока. Пока машина сверкала, сияла и дымилась, в актерском цеху по-прежнему было не до смеха. Еще проблемным персонажем был отец Марти, а именно актер Криспин Гловер. Почти каждый кадр с ним походил на самую настоящую пытку. Даже во время обычного диалога с Марти Криспин мог просто выходить из кадра. Лорен меня точно поверит. Точно поверит! Стой, следи за своими метками, зачем ты выходишь из кадра? Джордж Макфлай хочет пойти именно сюда. Начали? Лорен мне не поверит. Она точно поверит. А теперь Джордж Макфлай хочет пойти сюда. По общему мнению, Криспин Гловер был абсолютно полярной фигурой на съемочной площадке. Те, кто работал за кадром, находили его в лучшем случае раздражающим и причудливым, в то время как другие актеры называли его в меру эксцентричным и талантливым. Насколько вы помните, в первом фильме, научив своего отца постоять за себя, Марти возвращается в свое время, в 1985 год, и обнаруживает, что вся его жизнь навсегда изменилась. Его отец стал уверенным и успешным, мать Лоррейн снова обрела счастье в браке, а Биф Таннен стал скромным камердинером, что ознаменовало счастливый конец для семьи Макфлай. Криспин Гловер, однако, считал, что такая концовка не подходила под фильм. Споры были не на жизнь, а на смерть. Это крайне плохая идея. Ведь, по сути, мы даем понять зрителю, что главная мораль фильма – это то, что деньги равны счастью. А ведь наградой должна быть любовь. Ну и по классике, самым главным камнем преткновения во всем конфликте стал денежный вопрос. Боб Гейл по сей день заявляет, что основной причиной отсутствия Гловера в продолжениях стала настойчивость актеров в получении гонорара, соизмеримого выплате Майкла Джея Фокса. Парочка до сих пор не помирилась и в многочисленных интервью и подкастах говорит каждый о своей правде. Главная съемочная площадка находилась на территории студии Universal вместе со знаменитой площадью с часовой башней. Команда приняла решение сначала отснять все сцены с Хилл-Вэлли 50-х и уже после переодеть город в современный облик 80-х. Целая улица, которую не существовало. Да, это декорация. А менять антураж – это дело не из дешевых. Особенно, когда ты переснимаешь эти сцены по 2 раза из-за замены главного актера. Особенно обидно, что в 2008 году в результате пожара на студии Universal декорации главной площади Хилл-Вэлли были полностью уничтожены. Такое культовое наследие упустили. Жаль. Съемки «Назад в будущее» завершились 20 апреля 1985 года после тяжелых 100 дней работы. А выйти должен был уже в августе, из-за чего началась сумасшедшая гонка. Но все же, когда был смонтирован черновой вариант, тестовые просмотры дали ошеломляюще положительный отклик у зрителей. Публика была не просто в восторге. Люди стоя аплодировали и пытались узнать, когда же выйдет финальный вариант картины. Давление на Земекиса действительно возросло. Когда у Шайнберга сорвало крышу, он потребовал перенести дату выхода с августа на более прибыльный июль. В ответ Земекис и его команда принялись яростно редактировать материал. К фильму были привлечены 2 дополнительных монтажера, а звукорежиссеры работали круглосуточно. И все же фильм вышел в срок. И я думаю, не стоит даже распинаться о том, сколь идеальное приключение создали Гейл и Земекис. «Назад в будущее» — это пример потрясающего сценария, который вылизывался годами. Это прекрасный фильм, где каждая мелочь работает на общий концепт, словно винтики в сложных механических часах. Перед нами эталонное сочетание комедии положения, гротеска, драмы и всего на свете. Помимо того, что фильм создавался потом и кровью, чувствуется, сколько любви вложено в эту картину. Как и людьми, которые находились в кадре, так и теми, кто был за кадром. И вы, наверное, удивитесь, но во время производства «Назад в будущее» не задумывалось как трилогия. Это был самостоятельный фильм, который, по идее, оставлял в финале таинственное многоточие. Но неужели такой ответ устроил бы студию, когда их фильм собирает в прокате 380 миллионов при бюджете в 19? И именно поэтому 22 мая 1986 года, когда картина вышла на ВХС, перед началом финальных титров внезапно появилась надпись «Продолжение следует», которой не было в оригинальном монтаже. Уж кто-кто, а кассеты нам врать точно не будут. «Назад в будущее 2».
Невероятная любовь от зрителей по всему миру и огромные кассовые сборы немедленно привели к обсуждению потенциального сиквела, несмотря ни на что. Сид Шейнберг принял окончательное решение о создании продолжения после того, как фильм упорно занимал первые места в прокате на протяжении 12 недель. Немногие фильмы даже в наше время могут похвастаться таким успехом. Universal пришли и сказали: «Мы хотим продолжения». Но так как Боб и Боб этого не планировали, они начали отнекиваться, на что боссы из Universal дали понять: «Мы будем снимать продолжение с вами или без вас». Такого Земекис и Гейл позволить, конечно же, не могли и согласились на продолжение, но с условием, что Фокс и Ллойд будут в игре. Шейнберг принял их требования и не просто подписал Фокса и Ллойда на вторую часть, но еще и указал в контракте пункт, что если Universal захочет сделать еще одну часть, то Фокс и Ллойд автоматически становятся членами актерской группы. Это был очень ловкий и хитрый ход со стороны Universal. На эти условия все согласились, так как успех фильма был невероятным. Дело оставалось за малым — разжевать зрителю то безумие, что творилось в финале первой части. Если бы мы знали, что будем делать продолжение, мы бы никогда не посадили Дженнифер в машину в конце первой части. Потому что когда пришло нам время думать, о чем же будет вторая часть, мы все озадачились, как же поступить с Дженнифер, ведь она далеко не самый интересный персонаж. И в итоге мы просто решили вырубить ее на большую часть картины. Подруга Марти Макфлая, Дженнифер Паркер, была важной частью франшизы «Назад в будущее». Но между оригиналом 1985 года и фильмом «Назад в будущее 2» 1989 года ее внешность немного изменилась. Если бы не интернет, ей-богу, я бы не обратил на это внимания. Уж настолько невыразительный был персонаж. Дженнифер в первом фильме была сыграна Клаудией Уэллс, дебютировавшей в полнометражном кино после нескольких небольших сериалов. «Назад в будущее» стал ее самым крупным проектом на то время, несмотря на то, что роль была не столь значительной. В сиквеле Дженнифер фигурировала более заметно. Но на этот раз роль отдали Элизабет Шу, которая уже была известна зрителю по фильму «Карате Пацан». Поклонники задавались вопросом, что случилось с оригинальной Дженнифер. И, к сожалению, в ответе есть нотка трагедии. В 1986 году по личным причинам Уэллс ушла из шоу-бизнеса. У ее матери была лимфома 4-й стадии. По словам актрисы, в ее личной жизни происходило слишком много неприятностей, из-за которых она никак не могла сосредоточиться на карьере актрисы. К слову, она вернулась к роли Дженнифер в 2011 году в качестве дубляжа игры по «Назад в будущее» от Telltale. И вот Делориан взлетел и отправился в таинственное будущее. Но вопрос оставался открытым: о чем писать-то? Было решено развить приключения в формате сериала, и все актеры из первой части с удовольствием согласились участвовать в продолжении под руководством Бобов. Все, кроме Криспина Гловера. Многочисленные споры с Земекисом с требованием увеличить ему зарплату привело его к отказу от съемок второй части. Именно поэтому присутствие Джорджа Макфлая сведено к минимуму. В немногочисленных сценах, где персонаж все же появляется, был использован двойник Криспина, актер Джеффри Вайсман, лицо которого скрывали силиконовой маской. Именно поэтому Джорджа в продолжении мы видим в основном издалека или вверх ногами. В итоге такая замена актера лишь усугубила отношения Гловера с Бобом Гейлом. Криспин принялся судиться с компанией Universal из-за того, что они использовали его персонажа, не поставив его самого в известность. Аргументировал он это следующим. Если бы я сыграл эту роль, я бы сделал это совершенно по-другому. Мне не понравилось, как этот парень сыграл моего персонажа, а люди думают, что это я. Конфликт в итоге был разрешен легально. Однако, к сожалению, обида актера на Боба Гейла по сей день осталась. К слову, данная конфронтация дала старт масштабной юридической практике в кинопроизводстве, по которой актеры могли защищать авторскими правами свой образ. Но уход Криспина был не самой большой проблемой. Бобам пришлось расплачиваться за концовку оригинала, и именно поэтому Боб и Боб стали думать, что же сделать с центральной идеей фильма. Они начали спрашивать друг у друга, а что бы они сделали, если бы была возможность попасть в будущее и вернуться назад. Конечно же, я бы узнал об акциях за следующие 20 лет и использовал бы эту информацию, чтобы разбогатеть, сказал Земекис. Так и зародилась история об альманахе. В то время как Роберт Земекис трудился над кроликом Роджером в Лондоне, другой Боб работал с различными набросками сценария. Как вы понимаете, процесс написания фильма о путешествиях во времени не самый легкий. Пишешь одну идею, и сразу появляется временной парадокс. Поправляешь парадокс, у тебя рождается еще один. В самом первом черновике сценария герои должны были просто слетать в будущее, исправить все проблемы и вернуться назад в настоящее. Но обоим Бобам эта идея показалась скучной, и чтобы черпнуть вдохновение, они решили пересмотреть лучший на тот момент фильм
фильм о путешествии во времени. Свой. Каким-то образом между строк появилась идея отправить Марти и Дока на Дикий Запад. Уж сильно они хотели увидеть своих героев в антураже вестерна. Но сценарий получился настолько огромным, что пришлось разбавить историю на третий фильм, тем самым сформировав каноническую трилогию. Хоть на момент съемок второй части уже у всех была и репутация, и деньги, и слава, съемки ленты проще не получилось. Ведь теперь им пришлось не только строить и продумывать антураж и элементы будущего 2015 года, но и создавать репродукцию своего же оригинального фильма. Те же костюмы, декорация, экшен, массовка, работы было очень много. Все верили в успех второй части, ведь это было что-то совершенно свежее, то, чего никто никогда не видел на экране. Даже Майкл Джей Фокс оторвался и сыграл Марти в старости, и его сына, и дочь. Нанесение грима занимало около 4-5 часов, а кадры просто накладывались один на другой. Весь реквизит, попадавший в кадр, приходилось приклеивать, чтобы он не сдвинулся при последующей съемке одной и той же сцены. В кино подобный прием использовался давно, но чтобы так искусно все провернуть в динамике, с движением камеры и даже взаимодействием героев между собой, это высший пилотаж. Этими сценами Земекис нехило прокачал свой режиссерский навык, а сам фильм можно смело включать в список эталонных работ по монтажу. Особенно восхищало рвение создателей показать будущее не со стороны глубокого анализа. Бобы развернулись на полную, и в первую очередь они хотели показать самое карикатурное будущее мечты, которое только можно представить. Высмеивание фрик-нарядов, бесконечное продолжение челюстей Спилберга, злоупотребление технологиями. Бобы оторвались, проявили фантазию, и это заметно. После невероятного успеха «Назад в будущее» множество брендов и компаний хотели стать частью франшизы. Такие гиганты, как Nike и Pepsi, были выбраны благодаря их постоянным инновациям дизайнов. Эти бренды чувствовали тренды, но не все компании были одобрены. Так, например, стать частью потенциального сиквела хотели Ford, предложившие за большие деньги заменить DeLorean на Mustang. Однако никакие суммы не смогли купить Гейла. Он сказал, что ничего против Мустанга не имеет, но DeLorean вне конкуренции. Кроссовки Nike из будущего появились случайно. Майкл Джей Фокс пришел в Найках на съемки, и когда его переодели в костюм будущего, Земекис сказал, что обувь не подходит, и предложил Фоксу надеть свои кроссовки. Они показались ему идеальными, и он сразу послал костюмеров в магазин, чтобы купить 10 пар. Но в магазинах этих кроссовок не оказалось. Тогда команда обратилась в Nike напрямую. Ребята на безвозмездной основе предоставили им концепт самозавязывающих кроссовок. Отдельной сноской заслуживает ховерборд. Еще до выхода фильма студию разорвали звонки с вопросами о том, где можно купить эту летающую доску. Да. Здравствуйте, я хотела бы узнать, где я могу купить ховерборд для своего сына. Вы не понимаете. Это реквизит. Они не существуют. Нет, мы понимаем, но мой ребенок хочет себе такое, они не опасны. Нет, они не опасны. Потому что их не существует. Но мы видели их по телевизору, и режиссер сказал, что они настоящие. Суть была в том, что по телевидению показали небольшой отрывок со съемок фильма, и Земекис дал интервью, в котором в шутку сказал, что ховерборды настоящие, но их убрали из магазинов игрушек из-за того, что родители сочли их довольно опасными. Они понимали, что дети эту шутку не оценят, но вот то, что родители поверили его словам, это было шоком. Также с ховербордами связана очень серьезная травма. Во время погони за Марти одна из каскадерш Шерил Уиллер не попала в фейковое стекло, и, врезавшись в колонну, крановщик случайно отцепил тросы, и она рухнула на бетон с высоты 10 метров. Она перенесла 3 сложнейших операции на лице и руке. Каскадерша не хотела подавать в суд на студию и выносить этот инцидент на публику, но все же ей пришлось это сделать из-за того, что счет в $13 тысяч, который она получила за производственную травму, не смог покрыть даже одну операцию. После иска студия уладила дело лично с Шерил, и в течение года она вернулась к работе. Сцену, кстати, не стали переснимать, и в фильме даже видно, как девушка падает на улице. Так что намучились достаточно. Для многих сиквел является чуть ли не худшей частью трилогии, и этих людей можно понять. Продолжение более сумбурное и желает охватить необъятное. Невооруженным глазом видны затычки создателей. Мы четко видим, что Док по сюжету сделал себе миллион операций по омоложению не потому, что того требовал сюжет, а потому, что никто не хотел гримировать Кристофера Ллойда под пожилого на протяжении всего фильма. Очевидно, что Дженнифер опрокинули с приключениями, ведь создатели буквально не знали, куда ее девать. Количество временных дыр стало возрастать,
возрастать в геометрической прогрессии. И это было неизбежно, особенно когда продолжение уже писалось под более жестким студийным контролем. Но я готов сделать ход конем и заявить, что сиквел, возможно, для меня лучший фильм трилогии. Я люблю продолжение именно за его сумбурность, сильную плотность событий, обилие локаций и казусов. Ну и, разумеется, за этот странный юмор на грани фола. Продолжение отрывается уже на полную, используя каждый цент возросшего бюджета. И это поистине сумасшедшее приключение, которое ты можешь пересматривать 100 раз и все равно открывать для себя новые детали. Благо, ожидание того стоило. При бюджете в 40 миллионов фильм собирает 331. А поскольку картина была поделена на 2 части, триквел уже не нужно было ждать 4 года. «Назад в будущее 3». Съемки второй и третьей части проходили одновременно. Земекис лишь решил потратить неделю на то, чтобы слегка переписать материал, но график никого не щадил. Ужас заключался в том, что Земекису приходилось снимать третью часть, садиться в самолет, лететь в Калифорнию, монтировать вторую, а так как дату выхода никто не отменял, снова садиться в самолет и возвращаться на съемки триквела. И так на протяжении нескольких недель. Это были суровые 80-е, ни о каких зумах не могло быть и речи. Когда «Назад в будущее 2» наконец-то вышел на экраны, концовка оказалась настолько захватывающей и интригующей, что в студию начали сыпаться письма и поступать звонки о том, будет ли продолжение. Ведь нельзя ж так поступать со зрителями. И так как больший процент третьей части уже был отснят, студия приняла решение нарезать небольшой тизер и прикреплять его к концовке второй части на ВХС, чтобы немного успокоить зрителей. И мне кажется, это было гениальным решением, так как уже сразу во всем мире зрители начали готовиться к премьере еще не законченного фильма. И тут стоит вспомнить, что наши бобы фанатели по вестернам с Клинтом Иствудом. Я думаю, теперь стало ясно, почему они решили попробовать снять фильм именно в этом жанре. К слову, сам Клинт заявлял, что был безумно польщен такими омажами на его работы. Быть тинейджером в 70-е означало, что рано или поздно ты наткнешься на какой-нибудь вестерн по телевизору. И так вышло, что я стал огромным фанатом этого жанра. Поэтому третья часть стала для меня самой лучшей из всех, как минимум потому, что я мог приходить на съемки в ковбойской шляпе и сапогах. Работая над этой частью, я понял, почему многие режиссеры так любят вестерн. Ведь для них это сродни выезду на пикник. Вокруг полная тишина, потому что ты находишься вдалеке от города и машин. Для самих же актеров опыт съемок последней части также стал крайне запоминающимся. Ведь помимо интересных костюмов, они проводили множество дней за изучением какого-нибудь нового ремесла. Стрельба, скачки и многое другое. Но без неприятностей не обошлось. В сцене, где бешеный пес пытается расправиться с Марти, из-за недосмотра помощников Майкл Джей Фокс на короткое время был по-настоящему повешен на веревке, вследствие чего он потерял сознание на несколько минут. В своей книге Фокс предположил, что сцена удушения спровоцировала более активный процесс развития болезни. Несмотря ни на что, Майкл продолжил карьеру и стал главным соучредителем фонда по исследованию болезни Паркинсона. Год назад Фокс официально завершил актерскую карьеру. Актер пожаловался на потерю памяти и когнитивные нарушения. Кроме того, в 2018 году он перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли позвоночника, после которой заново учился ходить. Я искренне считаю Майкла гениальным комедийным актером, который даже в нынешнем возрасте мог покорять экраны. Но девиз «Боль уходит, а фильм остается» сделал свое дело. И это по-своему вдохновляюще и одновременно печально. Создателям пришлось знатно попотеть с финальной сценой, где паровоз Sierra Railway номер 3 1891 года толкал Делориан. Ее в общей сложности снимали более 7 недель. Это было крайне опасно, ведь не существовало гарантий, что Делориан не сойдет с рельсов и что поезд его не переедет. Поэтому большинство общих сцен с Майклом Джеем Фоксом за рулем были сняты задом наперед. Паровоз просто тащил Делориан в обратную сторону, а все остальные трюки выполнялись актерами самостоятельно. Платье актрисы Мэри Стимберген постоянно выцветало на солнце, поэтому костюмерам приходилось в экстренном порядке шить несколько платьев заново, а железнодорожные пути были действующими линиями. Дважды в день, когда по ней проходили рейсовые поезда, Делориан приходилось снимать с рельсов и прогонять поезд дальше. А для крушения поезда соорудили миниатюру средних размеров. Был только один дубль на то, чтобы уронить паровоз максимально эпично. И у них все получилось. К слову, когда поезд таранит Делориан, он разлетается в груду обломков. В реальности поезд просто смял бы машину и сдвинул ее с рельсов в сторону. Для пущего эффекта Делориан подпилили в нужных местах разлома и напичкали динамитом и мокрым песком. Динамит взрывался в тот момент, когда поезд сталкивался с автомобилем. Эффект был, кстати, проделан не с миниатюрной моделью. Киношники пожертвовали настоящим Делорианом. Но показывать этот трюк мы сейчас не будем.
Душой триквел мне нравится меньше всего. Но мозгом я понимаю, что это безупречное кино. Самое камерное, самое комплексное, самое искреннее. Создатели могли развлечься на съемках, не заморачиваясь с кастинговыми заменами и техническими трудностями при создании несуществующего будущего. Ты ставишь сюжет на рельсы, и антураж вестерна делает свое дело. Фильм трогательный, в меру обаятельный и ставит потрясающую точку в истории трилогии. И в кои-то веки авторы дали возможность Марти измениться как персонажу. Двух героев поменяли ролями. Доктор Браун был более безответственный и по уши влюбленный инфантил, в то время как Марти стал голосом разума и науки, каким раньше являлся сам Браун. В конце концов, именно Док и Марти являются сердцем этих фильмов. Их дружба смотрится просто очаровательно на экране, и благодаря большей камерности триквела создатели смогли максимально сконцентрироваться на их взаимоотношениях. Эти два парня настоящие изгои, которые нашли друг друга и прониклись взаимной симпатией. Их отношения – это отношения отца и сына, которые всем безумно полюбились. Люди спрашивали, как же познакомились Марти и Док. Мы хоть и ответили на этот вопрос в комиксе, но для меня это одна из тех вещей, которые особо не нуждаются в объяснении. Фильм третий раз подряд дебютировал на первом месте в прокате в США. Изначально триквелу пророчили сборы выше второй части, однако это не оправдалось. Мировые сборы составили $244 миллиона. Но культурное наследие было ценнее бумажек. Для Гейла и Земекиса было категорически важно запечатлеть трилогию в истории кино в своем первозданном виде. Именно поэтому они заявили и не перестают заявлять, что четвертая часть выйдет только через их труп. И все же это не помешало Гейлу выпустить одноименный аттракцион, мультсериал, игры и комиксы. А что-то из этого материала можно по праву считать каноническим продолжением. Подробнее обо всех этих материалах уже и так восхитительно рассказал и Котика. Переплюнуть его просто невозможно, поэтому крайне рекомендую ознакомиться с его обзорами. А мне остается лишь восхититься этим необъятным лором и сказать «Вау!». И вот на дворе 2021 год. С момента выхода «Назад в будущее» на экраны прошло 36 лет. Фильм стал любимой классикой, часто появляется в списках лучших фильмов по всему миру, и это абсолютно заслуженно. Я думаю, это лучший сюжет, который мы когда-либо писали. У каждого из нас есть несколько фильмов, которые мы не просто любим, а обожаем. Фильмы, названия которых мы можем где-то увидеть или услышать, и эмоции полностью поглощают. Мы чувствуем бабочки в животе и тихо говорим себе: надо бы пересмотреть это чудо в очередной раз. Будь тебе 20 или 40 лет, при просмотре воспоминания нас уносят назад, в тот момент, когда мы смотрели этот фильм впервые. Те же эмоции, то же настроение и тот же восторг. Одним из таких фильмов для меня, и я уверен, для множества из вас, является трилогия «Назад в будущее». Одна из самых идеальных трилогий в мире. Пусть и путь к славе был крайне тернист. История создания этой трилогии – это пример упорной настойчивости и настоящей любви к своему делу. И остается лишь поблагодарить Боба Гейла и Роберта Земекиса за то, что познакомили нас с этой эталонной и бессмертной историей, которой мы восхищались, восхищаемся и будем восхищаться. Ты время видел, все никак не наговоришь, что нам пора бежать! Вы починили машину времени? А куда бежать? Пока не знаю, расскажем об этом в следующем видео. Пойдем! А мы что, отправляемся в следующее киномыло? Запомни, Чак, туда, куда мы направляемся, дороги не нужны.
Oh, who let the dogs out? Oh,